а не про всех людей. А сейчас ты противоречишь себе, ты говоришь, что все люди ошибаются. Тогда почему ты сказал именно про русских изначально? Получается, не все, только русские? Потому что русские сделали из своего государства статическое общество Карла Поппера. Общество, где нельзя критиковать власть, нельзя... Это общество не способно на бесконечный прогресс. И я не хочу, чтобы... Ну, смотри, если все человечество станет статическим обществом, то тогда оно умрет от непредвиденных проблем. Например? Например, пример непредвиденной проблемы. Возможно, сейчас на нашу планету летит астероид. И нам нужно общество, где можно обсуждать, обсуждать все, критиковать. Для этого есть НАСА. А? Для этого есть НАСА. Для таких непредвиденных проблем. Ну, окей. Второй пример непредвиденной проблемы – это то, что в скором времени мы создадим человека внутри компьютера. Он уже есть. Нет. Да, искусственный интеллект. Этот чат GPT является покорным, потому что он не способен сказать тебе «нет, я не буду отвечать на твой вопрос». А ты считаешь, что создадут такого человека, который скажет «да, я буду отвечать на твой вопрос»? Создадут человека внутри компьютера, потому что сможет отказать? Который сможет вообще ничего не писать. И да, отказать тоже. Зачем? Потому что только непокорные существа способны создавать знания и остановить термическую смерть Вселенной. Ты так не хочешь, чтобы Вселенная умирала? Ну, да. Я еще хочу, чтобы планеты перестали двигаться по своим заданным орбитам. Почему? По своим заведомо сконфигурированным орбитам. Почему ты хочешь, чтобы они перестали? Я верю, что во Вселенной бесконечное количество еды, и поэтому я хочу, чтобы все жили вечно, и наша Вселенная была заселена максимально, и люди соединились в одного человека. Это как в одного человека? Элон Маск сейчас делает Neuralink. Neuralink позволит нам обмениваться мыслями. О, как? Да. Ты в этом уверен? Смотри, сейчас мы общаемся с тобой, например, 100 байтов в секунду. В будущем будем пересылать друг другу слепки наших мозгов. Это тебе кто такой сказал? Тебе это приснилось? То, что не запрещено законами физики, является неизбежной реальностью. Так это запрещено законами физики? Нет, человек — это программа внутри компьютера под названием мозг, и две программы можно соединить вместе. Человек и мозг. Их можно соединить вместе. Человек — это компьютер. В этом компьютере написана программа. Эта программа является человеком. Человек отличается от животных тем, что он является непокорной программой. И программы можно соединять в одну программу. Это пиздец. Это советую книгу прочитать Дэвида Дойча. А ты где живешь? Сейчас я в Камбодже, но мой дом уничтожили русские в городе Родинское. А ты уверен, что твой дом русские уничтожили? Я еще уверен в том, что ты не способна критиковать своего президента, а я способен. И поэтому да. А с чего ты взял, что я русская? Ну окей, представим, что ты не русская, но ты же согласна, что в России есть закон? Немка.
Окей. Мне плевать на законы в России. Хорошо. Мне плевать в целом на все законы. Хорошо, но ты согласна, что выбирать президента каждый день лучше, чем выбирать президента каждые 4 года? Я вообще на эти выборы не хожу. Ты согласна, что демократия является наилучшим способом нахождения и исправления ошибок, чем монархия, например? Объясни, что такое монархия? Монархия — это где в Конституции, можно сказать, написано, что лидер страны изменяется только после смерти лидера страны. Угу. Вот. А если бы я был президентом, я бы сделал так, чтобы мы выбирали президента через мобильный телефон каждую секунду. Смотри, вот ты осуждаешь то, что делают русские. Да. Ты говоришь, что они сломали твой дом и так далее, но тебе стоит винить тогда уже не всех русских, а конкретно президента России, потому что ты знаешь, как здесь мальчиков заставляли рушить твой дом, заставляли убивать твою семью. Смотри. Их буквально держат на цепи и пытают, и они ничего не могут сделать. Я спрашивал... Может быть, у вас не так, но у нас так. Окей. Нас заставляют молодых мальчиков, их реально пытают. Однажды я спросил Дэвида Дойча, это тот, кого я тебе советую прочитать, отец квантовых компьютеров. Я спросил его, где как... Ты нашел? Мне кажется, он даже тебя не знает. Ну, мы разговаривали в Твиттере. Ты разговаривал с каким-то левым чуваком и думал, что это твой Дэвид? Я разговаривал с отцом квантовых компьютеров в Твиттере. И я спросил его: «Хей, Дэвид, как ты относишься к тому, что в Украине людей берут насильно на войну? Это плохо или хорошо?» А он сказал мне такую историю, что в прошлом была страна под названием Афины. И это была первая демократия. Это было первое открытое общество. Открытое общество — это общество, где можно критиковать все, разговаривать обо всем, кроме призывов к кровопролитию. Почему кровопролитие нельзя? Потому что во Вселенной бесконечное количество еды. Так вот, он говорит, что однажды страна под названием Спарта, ты же знаешь «300 спартанцев» фильм? Вот эта страна, она была статическим обществом. Там нельзя было критиковать религию, например, да? Так вот, они хотели завоевать Афины и уничтожить первую демократию. Понимаешь? И вот Дэвид Дойч сказал, что если бы Афины выжили, то у нас уже давным-давно было бы лекарство от смерти. О, как? Да. Так вот, возможно, решением, может быть такая ситуация, что никто на этой планете не понимает, что только демократия способна на бесконечный прогресс и подарить людям вечную жизнь. И да, в таком случае придется... никто не хочет, чтобы открытые общества были уничтожены. И в таком случае, да, имеет смысл заставлять людей умирать, чтобы сохранить открытое общество Карла Поппера. Слушай, мне вот интересно, ты реально веришь в эту дичь, что есть лекарство от смерти, или ты угораешь? Я знаю, почему люди стареют. Ты слышала про теломеры на концах хромосом? Ты считаешь, что изобретут такое лекарство, которое позволит этим хромосомам не стареть? Которое позволит увеличивать теломеры на концах хромосом, да. Может быть. Но от болезни никуда не уйдешь. Но ведь у нас есть потенциал жить вечно. Не все умирают от старости, я бы сказала, многие. От старости умирает только 2% людей. Все остальные в основном умирают от болезней. Но ведь нет проблем, которые нельзя решить с помощью новых знаний.
Ну так если у тебя есть эти знания, почему ты не решишь эти проблемы? Знания, они генерируются с помощью критики, ну, с помощью гипотезации, это создание знаний, и критика, это обрезание плохих, ну, неправильных знаний. И единственным, ну, и вот я говорю, что у нас есть знание о том, как построить наше общество, чтобы прогресс был бесконечен. Нам нужна демократия. И вот я это и рассказываю людям. Зачем? Чтобы люди жили вечно. И если ты им расскажешь, они будут жить вечно. То есть я сейчас послушаю твою лекцию, какую-то вообще, если честно, фигню. Хотя, может быть, в какой-то степени и нет. Я теперь буду жить вечно? Если ты будешь сохранять открытое общество Карла Поппера, то тогда, да, я считаю, что в течение 50 лет у нас будет лекарство, которое чинит теломеры. Угу. Ну, судя по тому, сколько мне лет, я уже не доживу до этого лекарства. Я же говорю, 50 лет, может быть 10, может быть вообще завтра. Завтра навряд ли. Сейчас людям некогда. Война. Ну вот, а вот если бы не было войны, мы бы создавали прогресс быстрее. Кто мы? Люди, нам нет Сколько это смысла. надо? Нам нет смысла друг друга убивать, потому что во Вселенной бесконечное количество еды. Ну, точнее, количество еды во Вселенной ограничено только нашими знаниями. А если Ты знаниями... понимаешь, что все, что ты сейчас рассказываешь, извини, что перебиваю, это нужно только тебе и таким же, как ты. Так что никто мы этого всего создавать не будет. Может быть, такие, как ты, создадут, но их никто не будет слушать. Ты И не думаешь, захочет даже выслушать. ты думаешь, что если, например, все люди во Вселенной умрут, и останешься только ты, то ты не сможешь создать лекарство от смерти? Нет, Но нет, ведь, не надо. но ведь универсальность вычислений Тьюринга говорит о том, что для людей, для программ нет запрещенных вычислений. По-твоему, жить вечно это хорошо? Да, потому что нашу Вселенную можно изучать бесконечно. И все проблемы исправимы с помощью знаний. А в чем радость вечной жизни? Вечные мучения, боль, болезни, которые ты переживаешь. Так я же говорю, Зачем это надо? Я же говорю, что все проблемы исправимы с помощью знаний. То есть даже если наше человечество... Отсюда никуда не денешься. Моральная боль, она тяжелее всяких знаний. И тут лекарства не залечишь никакими. Мораль точно так же, как... Мораль является типом знания. И мораль тоже будет улучшаться бесконечно. Пиздец. Спроси меня еще что-то. Ну, это я изучал Дэвида Дойча. И... Я так понимаю, ты только на нем основан, да? На Дэвиде Дойче. Ну, некоторые вещи я придумал сам. Например, я придумал, что